Шахин пишет, как считаете, Тайди Чуань и все остальные направления внутренних стилей сегодня эффективны? Если да, то почему столько разговоров о том, что они не боевые? Ну, потому что они действительно не боевые. Я уже говорил об этом, и в стримах вы можете найти это мнение более развернуто, и не только мое такое мнение. И у нас был ряд видео этому посвящен на канале, так что, в принципе, вы на канале можете найти ответы на это. Если кратко, то, смотрите, боевым буквально направлением называется направление любое, которое относится к вайгун, к внешней работе. И среди них, да, большое количество традиционных боевых искусств. То, что вайгун поддерживает в том числе нэйгун, внутреннюю работу так называемую, да, и что в любой уважающей себя школе боевых искусств уделяют внимание тому, что сейчас называется цигун, но вообще правильное название нэйгун как раз. То есть правильному дыханию, который позволяет вам восстанавливаться, не уставать, который позволяет вам, не побоюсь этого слова, слегка лечить какие-то недоразумения, которые с вами случились там и так далее, да? Вот. То, что в уважающих себя клубах боевых искусств уделяется внимание нэйгун, не говорит о том, что нэйгун сам по себе является боевым. И те направления, которые мы сегодня наблюдаем в качестве нэйгуна, мы наблюдаем 3 основных направления и несколько поднаправлений таких нэйгуновских, новодельных. Я их перечислять не буду, чтобы не обижать их адептов. Но из старых направлений Тайди Чуань, да, у нас Пакуа Чуань и Сины. На сегодняшний день самым боевым из нэйгун является Сины, и то только, знаете, в отдельных каких-то аспектах, я бы сказал. Есть отдельные клубы, которые Сины практикуют как боевое направление. Есть. Но большинство людей, которые занимаются Сины, все равно практикуют то, что у нас называют гимнастикой в ушу, да? Вот. Тайди на сегодняшний день есть люди, которые пытаются тайди преобразовать к боевым уже аспектам. Ну, пытаются, дай бог, как говорится. Пакуа на сегодняшний день, ну, практически утратил свою боевую составляющую. То, что мы видим в качестве совмещения Пакуа и Шуайцзяо, да, то есть бросковые какие-то техники в Багуа не делают Багуа боевым направлением. Ну вот если кратко, то вот так я скажу. The Proof пишет. У меня товарищ решил сходить на ММА. Пришел, говорит, 1,5 часа скакали, как зайчик, потом 30 минут отрабатывали удары. Сказал, нафиг, я и так на футболе поскакать могу и интереснее. Да-да, я согласен с вами, знаете, мы тоже как-то ходили в один клуб самооборонщиков, и там половина тренировки у них была ОФП просто. То есть фактически люди на ОФП ходили. А потом немного каких-то самооборон и так далее. Ну вот бойцы нашего клуба прекрасно выступали в спаррингах с этими самооборонщиками, ну, с ОФПшниками, по сути.